Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео вязание крючком мини-салфетки. В этом видео не только процесс вязания такой салфетки, но и сам принцип, сама идея использования остатков, которые у нас остаются от вязания каких-либо изделий. В данном случае это у меня пряжа Коко и крючок номер 2. Применять вязание таких салфеток можно по различному назначению, то есть можно использовать как подставку под стакан, можно класть в блюдце и на эту тарелочку салфеточку и сверху конфетки, фрукты и так далее. Если использовать, допустим, пряжу более тонкую и крючок меньшего размера, тогда салфетка сама получится меньшего размера, и такие салфетки можно использовать как украшение на подарки, украшение открыток и также на одежду, даже на рубашку, на сумку можно ее пришить. Выполнив вязание такой салфетки вместе со мной, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли продолжать такую тему на моем канале. Вязать такие мини-салфеточки из остатков нашей пряжи. Конечно же, ставьте класс к этому видео и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Берем пряжу, крючок и приступаем. Берем пряжу, делаем скользящую петлю. Разворачиваем. Вязание первого ряда. Крючок ввожу в центр петли, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. 3 воздушные петли выполняют роль одного столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И повторяем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Делаем накид, через 2 петли, через 2 петли, это столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Еще раз, столбик с одним накидом, через 2 петли, через 2 петли, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Выполняем еще 3 раза. В завершении первого ряда у нас получается 3 воздушные петли и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков всего, 1 воздушная петля и выполняем столбик с одним накидом, при этом цепочку замыкаем в круг начальную, столбик с одним накидом в 3-ю воздушную петлю подъема, 1, 2, 3. Ввожу крючок, захватываю нить, столбик с одним накидом. И это у нас первый ряд. Еще раз проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вязание второго ряда. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Выполняющие роль одного столбика с одним накидом. И за этот промежуток выполняем еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. За каждый промежуток выполняем по 5 столбиков с одним накидом. При этом между ними делаем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем. 5 столбиков с одним накидом, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Повторяем по кругу.
В завершении второго ряда выполняем соединительную петлю в третью воздушную петлю. Ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Вязание третьего ряда. 2 воздушные петли, 1, 2. Затем за каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда выполняем столбик с одним накидом, при этом их провязываем вместе. Накид, за следующий столбик провязываю только накид, выполняю накид, за следующий столбик провязываем только накид, накид, за следующий столбик провязываем только накид, и в пятый также через 2 петли. Затем на крючке 5 петель вместе, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида за цепочку из воздушных петель. 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем повторяем 5 столбиков с одним накидом вместе. Через 2 петли, за следующий, через 2 петли, через 2 петли, четвертый, через 2 петли, пятый, через 2 петли. Через все эти петли, здесь получается 6, протягиваем рабочую нить. И повторяем 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, столбик без накида за цепочку из воздушных петель, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяем по кругу. За каждые столбики выполняем 5 столбиков с одним накидом вместе, затем 6 воздушных петель, за цепочку выполняем столбик без накида и 6 воздушных петель. Вяжем по кругу. В завершении третьего ряда я выполнила столбик без накида за цепочку из 5 воздушных петель. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик с одним накидом в это основание, где начало ряда у нас третьего. Накид, столбик. Вязание четвертого ряда. 1 воздушная петля. Здесь же выполняю столбик без накида. И затем чередование. Выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида за цепочку из воздушных петель предыдущего ряда. И повторяем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида за следующую цепочку из воздушных петель. И повторяем по кругу этот ряд. В завершении четвертого ряда здесь выполнена у меня цепочка из 7 воздушных петель, и ряд я замыкаю круг. Выполняю соединительную петлю за столбик без накида начала ряда. Вязание пятого ряда. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом в это основание. Второй столбик с одним накидом в это же основание. Далее выполняем 3 воздушные петли
Раз, два, три. Столбик без накида за цепочку из 7 воздушных петель. Далее повторяем 3 воздушные петли. Раз, два, три. 3 столбика с одним накидом в основание столбика без накида предыдущего ряда. Раз, два, три. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Столбик без накида за цепочку из воздушных петель. И выполняем по кругу. Далее опять 3 воздушные петли. 3 столбика с одним накидом в одно основание, 3 воздушные петли, столбик без накида за цепочку из воздушных петель. И этот раппорт узора мы повторяем по кругу. В завершении вязания 5-го ряда здесь еще выполняю 3 воздушные петли. Раз, два, три. Столбик без накида за цепочку из воздушных петель. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в завершении ряда соединительная петля в 3-ю воздушную петлю. Вязание 6-го ряда. 2 воздушные петли. Раз, два. 2 столбика с одним накидом вместе. Выполняю только через 2 петли, затем за следующие также через 2 петли и протягиваю рабочую нить через 3 петли. Далее делаем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Ввожу крючок в первую воздушную петлю и протягиваю нить. Соединительная петля. 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида за столбик без накида предыдущего ряда. Теперь этот элемент 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. 3 столбика с одним накидом вместе. Только накид, и здесь только накид. Протягиваю рабочую нить через 4 петли на крючке. 3 столбика с одним накидом вместе. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Ввожу крючок в первую воздушную петлю и рабочую нить протягиваю. 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида за столбик без накида предыдущего ряда. И этот раппорт узора повторяем по кругу. Здесь получается 5 воздушных петель, 3 столбика с одним накидом вместе, 3 воздушные петли, соединительная петля в первую, 5 воздушных петель и столбик без накида. Выполняем по кругу. В завершении вязания 6-го ряда здесь у меня выполнена цепочка из 5 воздушных петель и выполняю соединительную петлю за начало ряда. Все, ряд соединила, нить еще протягиваю, отрезаю, после чего вывожу на изнаночную сторону. И эту нить здесь еще дополнительно фиксирую и прячу, отрезаю. Затем также начальную петлю здесь дополнительно фиксирую, прячу ее и отрезаю. И на этом все. Вязание крючком салфетки мы с вами выполнили. Ее можно отпарить, накрахмалить и применять по назначению. Если понравилась идея вязания мини-салфетки, конечно же, ставьте класс к этому видео, пишите в комментариях, нужна ли такая тема на моем канале. И применяйте такие салфетки с удовольствием.
До новых встреч!